Привет! Сегодня очень жарко, самый разгар лета, солнечная погода. Мы продолжаем путешествие по городам проекта Сити. Слышите звук морского прибоя? Вы уже догадались? Правильно, мы в Одессе. Одесса – третий по величине город Украины с населением чуть более миллиона человек, из которых 11,5 тысяч ВИЧ-инфицированы. 4011 одесситов получают антиретровирусную терапию, а 3946 жителей города имеют диагноз СПИД. Одесский регион занимает первое место в Украине и одно из первых мест среди стран Восточной Европы по распространенности ВИЧ-инфекции. Кстати, первый случай ВИЧ в Украине был зарегистрирован именно в Одессе в 1987 году. Жара. Если бы не съемки, пошел бы сейчас на море и купался. Но нас ждет ВИЧ-СПИД, и никуда от этого не деться. И здесь, в Одессе, мы будем действовать по уже сложившемуся сценарию. Первое, нам нужно получить антиретровирусную терапию. Второе, узнать, как стать клиентом программы заместительной терапии. Третье, пройти быстрое тестирование на ВИЧ. И четвертое, узнать, как работают программы снижения вреда и получить их услуги. Мне стало интересно, насколько в этом городе люди информированы о проблеме ВИЧ-СПИДа. Мы решили спросить об этом прохожих. Знают ли они, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и где вообще расположен центр СПИДа? Здравствуйте, извините, можно короткий вопрос? Мы проводим исследование по поводу информированности о ВИЧ-СПИДе. Вы знаете, где в Одессе можно пройти тест на ВИЧ? Нет. А вы не знаете, где можно в Одессе пройти тест на ВИЧ? Может быть, экспресс-тест? Ну, в любой лаборатории. А знаете, где СПИД-центр находится? Нет. Вы знаете, где тестирование можно пройти на ВИЧ? Нет, я не знаю. То есть, я думаю, каждая больница. Я думаю, что это не до меня. Спасибо. Спасибо. Вы одесситка? Нет, я приезжая. Приезжая. А может быть, вы знаете, где можно тест на ВИЧ пройти в Одессе? Нет, не знаю. Вы не знаете, где в Одессе находится СПИД-центр? Нет, не знаю, мы не местные. Знаете, где в Одессе можно сдать тест на ВИЧ? Нет. А СПИД-центр где находится, не знаете? Если не ошибаюсь, на Канатной, нет? На Канатной. Спасибо. На Канатной улице в Одессе находится офис Красного Креста, а еще там расположено отделение социальной работы с детьми и подростками из групп риска, в том числе и употребляющих наркотики. Но СПИД-центра там нет. Одесский центр СПИДа находится совершенно по другому адресу, который мы раздобыли традиционным для нас способом – через интернет. Кстати, мы были приятно удивлены тем, что в Одессе таким образом можно найти, пожалуй, всю информацию по проблематике ВИЧ-СПИДа. И все это находится буквально в одном месте – на сайте HIV-service.ua. Мы насчитали там 78 адресов организаций, так или иначе занимающихся проблемой ВИЧ-СПИДа. Мы приехали на улицу Мечникова. Нам нужен дом 132, корпус 2. Так нам сказал интернет. Пойдем искать. Кожно-венерологическое отделение. Нам туда. Пойдем. Вот мы и нашли то место, СПИД-центр Одессы. Удачи нам! Удача улыбнулась нам в лице главного врача Одесского городского центра СПИД Новосвитного Виталия Сергеевича, который любезно согласился ответить на наши вопросы. Что делать иностранцу с ВИЧ-статусом в Одессе, если он остался без терапии, и как быть в случае аварийных ситуаций, когда есть риск инфицирования? Например, незащищенный секс или порванный презерватив, либо совместное использование нестерильных инструментов. На что можно рассчитывать в этих случаях? Конечно, мы его выручим. Вот если он... Бывает такое, что он приезжает, говорит, вот мой телефон, звонит мой лечащий врач, я состою у нее на учете. Но так случилось. Я ехал, там у меня украли сумку с документами, т. Мы берем трубку, я говорю, там или кто-то за поликлиникой, говорит, Марья Ивановна, такой, да, такой, то. Ну, мы же все люди, мы все понимаем, что это же, наверное, это правильно. Ну, у нас такие случаи были, и я в этом... даже не сомневался, что правильно поступили мы. И в этом плане, что мы обеспечили там на какой-то промежуток времени препараты, которые, в общем-то, ну, вот так. А в плане травмы, которую вы спрашивали, ну, прежде чем назначить, во-первых, мы всегда изучаем характер и механизм травмы.
когда мы проводим беседу, какой секс был, как был и так далее, механизм и характер травмы, тогда становится понятным, нужно назначать эту терапию или нет. Опять-таки, первый вопрос – это тестирование, потому что надо знать, если у него практикуемый такой незащищенный секс, значит, он мог и раньше инфицироваться. Поэтому тестирование, а дальше будем в общем-то, принимать решения с учетом механизма травмы и характера травмы. Сегодня вирус стал управляемым. Итак, мы убедились в том, что в экстренных случаях человек в принципе может рассчитывать на помощь Одесского спеццентра, даже если у него при этом нет украинского гражданства. А как быть с тестированием для иностранца? Попробуем закрыть и этот гештальт. Ну, прямо здесь, в здании Центра СПИД, экспресс-тестирование, которое одним из наших пунктов квеста является. Пойдемте протестируемся. Это швидкий тест. Вот. Ну, очень чувствительный. Его результаты мы можем, в течение 20 минут мы можем узнать результат статуса. Сколько крови отдано проекту? Сколько крови? А если положительный результат, можно здесь уже сразу амбулаторный тест сдать, да, на блот там? Да, если положительный результат, мы берем на подтверждающий тест. Делаю я сразу CD4 на пине. Это вот этот Да, пин, да. это как раз таки, я первый раз просто вижу, что Да, это. да. А сколько на нем по времени можно узнать? 30 минут. 30 минут и готов иммунный статус. А вирусную Да. нагрузку не показывает? Не-не-не, только Как будто. CD-клетки. Шикарно. То есть, в принципе, в будущем вот такую штуку, наверное, можно будет поставить в любую мобильную амбулаторию и прямо на улице делать. Ну, в принципе, да. Класс. Сейчас мы прямо здесь же в этой лаборатории сдадим тест на CD4 на уровне иммунных клеток. Имеется забор крови. Для этого тоже нужно взять не кровь из вены даже, а кровь из пальца, и можно в течение получаса посчитать абсолютное количество Т-лимфоцитов, в данном случае CD4. А это как бы вот любой человек, кто приходит на тестирование, может и при выявленном статусе может... Да, да, достаточно одного теста положительного, сразу берем на CD4 клетки, и доктор уже дальше его. Я думаю, что это обязательно забор крови в большом количестве. Закрываем. Вот поступает сюда кровь в этот резервуар. Вот это же. Пока идет счет, не будем задерживать. Прошло буквально 20 минут, и Лариса нас приглашает узнать результаты на CD4. Мы к вам. Смотри. Ух ты. Хороший результат. Ну, меня это радует. 915 клеток. У меня, в принципе, нечего добавить. Спасибо вам большое, что дали возможность узнать свой иммунитет. 915 клеток, для меня это очень хороший показатель. Полгода назад было 730, по-моему, если не ошибаюсь. Ну и давайте я вам расскажу, что же сейчас со мной произошло. Я пришел на прием с такой проблемой, что вчера у меня произошел незащищенный секс, и у меня есть риск заразиться ВИЧ-инфекцией. Я получил консультацию врача, был направлен тут же для прохождения экспресс-тестирования, для того, чтобы выявить, есть ли у меня диагноз или нет. И мне следующим шагом было бы назначение курса профилактического лечения для избежания заражения. Как мы знаем, в течение 72 часов с момента риска, скажем, незащищенного секса, либо инъекции нестерильным шприцом, есть 72 часа для того, чтобы назначить профилактику и избежать заражения ВИЧ-инфекцией. Но для этого нужно прийти в спеццентр, и чтобы спеццентр имел возможность выдать эту профилактику. Так вот здесь, в Одессе, мне, будучи не гражданином Украины, предложили и была полная возможность получить эту профилактику. Ну и, естественно, этой возможностью мы пользоваться не стали. Наш первый день в Одессе подошел к концу. Мы многое успели и можем смело поставить галочки в списке наших дел рядом с пунктами спеццентр и тестирование. На второй день с утра мы направились по адресам государственных сайтов заместительной терапии, которых в Одессе 2. Первое, что бросается в глаза, это то, что оба этих сайта расположены довольно далеко от центральной части города, в местах, которые принято называть промзоной.
Мы приехали в туберкулезный диспансер. В нем же расположен сайт заместительной терапии. Мы добирались из Аркадии. Это район не совсем центральный. Почти час на такси мы ехали. Не почти, а час. Посмотрите, какой трафик. И движение в одну сторону. Как добираются сюда пациенты, я, честно говоря, себе сложно представляю. И это еще лето, тепло на улице. А представляете, каково здесь зимой? А зимой здесь до минус 20, да еще с ветром. Представляете, каково это? Мы еще не поговорили ни с клиентами, ни с сотрудниками сайтов заместительной терапии, но выводы можно сделать уже сейчас. Большой город, трафик. Как следствие, сложно добираться из одной точки города в другую. И, безусловно, единственной возможности программам заместительной терапии работать эффективно – это выдавать препарат пациентам на дом, на руки, по рецептам. Иначе о какой социализации может идти речь? Нам горько говорить об этом, но все то время, пока мы шли по кварталам промзоны города Одессы в поисках сайта заместительной терапии, мы все время вспоминали наши съемки в Амстердаме в одной из тамошних комнат безопасного приема наркотиков, расположенной прямо напротив одного из самых дорогих отелей города – Амстела. Вспомнился нам и социальный приют для бездомных прямо на берегу одного из центральных городских каналов, и Венский центр интегрированной помощи наркозависимым в хорошем районе города. Что тут скажешь? Степень цивилизованности общества определяется отношением к больным, старикам и детям. И к этому больше нечего добавить. Мы сейчас побывали на 2 сайтах заместительной терапии, государственных сайтах в городе Одесса, расположенных рядом друг с другом. Снимать нам там не удалось, и более того, получить помощь мне, как гражданину другой страны, и даже не то что помощь, а хотя бы консультацию, тоже, к сожалению, не удалось. Но на 2 сайте мы узнали от социального работника, что есть альтернатива государственным программам, один частный кабинет, и мы сейчас поедем туда и постараемся узнать информацию о том, какая разница между госслужбами и частным кабинетом, и можно ли мне, как не гражданину Украины, получить там помощь. Как мы и планировали, доехали мы до частной медицинской наркологической клиники и получили полную информацию. Лечение здесь получить можно. Лечение есть и метадоном, и бупринорфином, и как короткий курс детоксикации, так и длительные курсы. Но есть ограничения. Лечение доступно только для граждан Украины. И, скажем, если я приехал из другой страны, я получить лечение здесь не смогу. Но если я проживаю в Украине, в другом городе и получаю у себя заместительную терапию, то мне достаточно будет прийти сюда, даже неважно, имею я выписку или нет, врач определит и будет использована стратегия как работы как с первичным пациентом, подбор дозировки и так далее. Ну, в принципе, получить лечение возможно. Ну, если вы являетесь пациентом заместительной терапии другой страны и каким-то образом оказались в Одессе, у вас единственный вариант – смотреть объявления на стенах домов по продаже наркотиков, либо искать в интернете. Но уличные наркотики остаются единственной доступной альтернативой. Остаток 2 дня мы решили посвятить аптекам, а также поиску дополнительных возможностей тестирования на ВИЧ. Встретили аптеку и решили зайти, попробовать купить шприцы и узнать по поводу тестов на ВИЧ. Ну вот такой завершающий эксперимент. Зашли в аптеку, люди на улице не знают, где можно пройти тестирование. А мы практически в первой попавшейся аптеке купили экспресс-тесты на гепатит Б, экспресс-тест на ВИЧ. Тест на ВИЧ стоит 79 гривен, тест на HBS антиген стоит 82 гривны. Ну и, конечно же, шприцы, двушки, БДшки. Так что, в принципе, вопрос с тестированием решается в любой аптеке. На этом вся наша работа по 2-му дню в Одессе была закончена. Свой визит в одесские неправительственные организации мы оставили на десерт, под занавес нашей командировки. И вот этот момент настал. Мы на пути к дороге к дому одной из самых известных некоммерческих организаций Одессы. Однако направились мы не в их центральный офис на Софиевской улице, а в дроп-ин-центр организации. Мы приехали в центр доверия. Здесь находится организация, предоставляющая услуги потребителям наркотиков, снижение вреда, тестирование. И сейчас я
зайду в качестве клиента и постараюсь получить все эти услуги. А потом мы поговорим, если получится, с персоналом. Да, вот я в Одессе не был никогда, я хочу воспользоваться услугами вашего центра. Как это можно сделать? Проходим на пункт обмена шприцов. Здравствуйте. Меня зовут Алексей, я хочу воспользоваться услугами дропинг-центра. Поменять шприцы, можно это сделать? Поменять? Ну или получить, да. Хорошо, сюда заполним вот карточку, Угу. чтобы у нас Да. число, вот рождения без месяца. 23 февраля, Год 81 80. И в конце стоит ЧЖ, это мужчина. мужчина. А какие еще услуги можно получить у вас? Стирка, консультация юриста. Угу. Допустим, группы проходят для людей, которые потребляют, то есть то, что им интересно. Я уже узнавал здесь, что государственные службы, ну, что я не могу стать по закону там, пациентом заместительной терапии, так как я не гражданин. А вот для клиентов из Одессы или из Украины вы можете помочь в сопровождении на постановку Конечно. заместительной терапии, антиретро? Еще, да, конечно, у нас есть кейс-менеджеры, которые сами сопровождают. Круто, спасибо. Стаж потребления. Стаж употребления с 94 года, ну, 20 лет с лишним. То есть вот эти данные как бы помогают, наверное, сориентироваться, какие потребности есть у клиента. Я как вот вижу сразу, есть ли дети, есть ли потребность в работе, есть ли возможность там, получить какие-то документы, нужны или не нужны, есть ли необходимость юридического сопровождения. То есть карта кейс-менеджмента. А скажите, а сколько дропинг-центров по городу у вас, ваша организация? Сейчас раз, два, три, четвертый открыли именно по Одессе. 4 центра в Одессе. Плюс мобильная амбулатория. А с аптеками вы не взаимодействуете? Взаимодействуем, конечно, у нас есть 6 аптек. Можно я покажу? 6 аптек по городу. И система такая, что имея карту клиента, я могу прийти в одну из 6 аптек и получить уже заранее собранный набор, профилактические шприцы, презервативы там, и все остальные инструменты, весь остальной инструментарий. А обмен или можно просто получать у вас? Какие Можно уже... получать, допустим, но на обмен, то есть человек может получить больше. Мгм. То есть, конечно же, если приносит 400 штук, мы сразу не обменяем, ему максимум 50 штук. Мгм. Ну, то есть, если я не Здравствуйте. принес ничего, я тоже могу получить? Да, конечно. Иголочки у нас какие вам нужнее? БД? Двушки, да, БДшки тоже. Ну вот, друзья, я стал клиентом программы снижения вреда. У меня есть карточка, я могу пользоваться всеми услугами, мобильной амбулаторией, центрами по городу, 6 аптеками. Получил шприцы, презервативы, информацию, салфетки спиртовые. Ну и сейчас дождусь соцработника и смогу пройти тестирование на те заболевания, о которых я не знаю свой статус. Ну а вот для того, чтобы мне не растеряться в том перечне возможных услуг, которые я могу получить здесь, прямо на входе висит прекрасная карта услуг Центра доверия. И, может быть, я, допустим, сам не осознаю, что мне это нужно и что я могу получить это здесь, но прочитав ее, увидев, я наверняка могу вспомнить, я или любой клиент на моем месте, что, например, мне хотелось бы узнать про обучающие занятия. Или, например, я хочу, чтобы мои родственники пришли на группу для работы с зависимостью или консультацию юриста. Ну и вот такой небольшой офф-топ. Были во многих государственных учреждениях здесь, как вы видели или увидите. Но здесь нам разрешили снимать и разрешили пообщаться открыто с любыми специалистами. И сейчас даже согласилась дать интервью и клиенты, и сотрудник, и руководитель организации, чем мы, естественно, воспользуемся. Это освободилась сотрудница организации, которая сейчас поможет мне с тестированием. Пойдемте. Это ведомость за сегодня. Да, у меня уже есть карточка, я ее куда-то дел. Ну, Значит, тесты у нас есть 2 видов на ВИЧ, на гепатит. Перчатки, квалификатор и время, и пошло. То есть я не тестирую, так и не имею права, я не медик. Я просто помогаю при самотестировании. Я правильно рассказываю, с какой стороны лучше правильно проколоть палец, как надавить, как взять кровь, куда ее капнуть. Человек делает это все сам. Он сам открывает тест, он видит, что он стерильный, что он запечатанный, и все это делает, он просто помогает. получается, что тот тренд, который сейчас активно обсуждается и в сообществе, и за его пределами, среди специалистов, профессионалов, я говорю сейчас о самотестировании, здесь в организации люди уже получают навык, просто пройдя свой собственный тест. И уже дальше могут своим друзьям, своему окружению рассказывать, как это происходит. И в случае необходимости человек может купить тест в аптеке, как, например, мы сделали это вчера, и самостоятельно дома сделать себе тест на ВИЧ, гепатит и любые другие заболевания при доступных тестах.
Наверное, вы видели в прошлых сериях, что мы тестировали, хотя я знаю свой статус, и каждый раз организации использовали тесты, и мы вот решили сделать возврат, чтобы тесты пошли по назначению. Вчера мы их покупали в аптеке, а сегодня мы вам отдадим, чтобы они были использованы по назначению. Это новые тесты, вот есть ценник, есть чек, мы их вчера купили в аптеке. Очень интересно. Тоже ВИЧ, гепатит, HBS, антиген. Спасибо. Спасибо вам. Да, и вот как раз подъехала амбулатория мобильная. Мы сейчас, пользуясь случаем, сможем показать и рассказать, как это работает. Меня Алексей зовут, здравствуйте. Добрый день. Вот, собственно говоря, вот это, расскажите, что это за вот автобус чудесный и чем он занимается? Это наша мобильная амбулатория. Как бы она у нас работает в Одессе и выезжает за город. Работает с РКС и с потребителей инъекционных наркотиков. Вообще, как бы мы ее используем для того, чтобы находить уязвимые группы в недоступных точках. В таких точках, где аутрич маршруты не могут достать, где стационарные поши. Поэтому мы выезжаем в такие места скопления, где народ не может прийти к нам, поэтому мы идем к ним. Для того, чтобы их протестировать, выдать им инвентарь, презервативы, шприцы, литературу. Здесь происходит выдача ТМЦ, ну и консультации. Что такое ТМЦ? Шприц, медицинского, да. товары Медицинского. материальные ценности. Давай так, простым языком, для тех, кто не понимает, я вот объясню. Я вот увидел вашу амбулаторию на улице, я употребляю наркотики. Я смогу прийти и Да, воспользоваться? подходишь, я задаю некоторые вопросы, у нас есть такая скрининг. Мне уже дали сегодня карточку Да. клиента. Карточку клиента. Вот я по этому скринингу проверяю, являешься ли ты таковым. Ну, если ты таковым являешься, выписываю тебе альянсовскую карточку. И по этой карточке ты можешь что здесь получить, что на утрич маршруте, что прийти на ПОШ получить. Во всех местах, где есть наша организация, везде можешь получить товар, Короче, шприцы, презервативы и все услуги. Да. И услуги протестироваться. Протестироваться можно раз в полгода на гепатит и на ВИЧ. Шикарно. Плюс у нас есть еще такая услуга, если выявляется на маршруте или на ПОШе, выявляется человек с ВИЧ-статусом, ну, показывает, я не говорю ВИЧ-статус, мы не можем диагноз выставить сразу, но тест показал положительный результат. Мы сразу переадресовываем этого человека кейс-менеджеру. Кейс-менеджер берет этого человека за ручку и ведет его уже в поликлинику для постановки на учет, сдать кровь с вены и ФАМ. И вот такой вопрос. Мы были в спеццентре и тоже там проходили тестирование, и есть такая услуга анонимного тестирования. И мы были свидетелями и сами проходили тест для тех людей, кто экспресс-тест показывает положительный диагноз, у них есть возможность пройти тестирование CD-клеток, то есть уровень иммунитета. Да. Расскажи. У нас сейчас такой нет, у нас было в прошлом году. Выезжала медсестра, потому что социальному работнику этот аппарат доверить не могут. Выезжал специальный сотрудник медицинский, и она тут же по капле крови, что очень удобно для нашего клиента, потому что не у всех есть вены, по капле крови выставляли CD-клетку. Да, Ну, то есть это очень правда, это действительно работает, Да. и это просто вот находка для меня лично в этой поездке и в Одессе. Это действительно находка, я уже поделился этим со своими коллегами, они очень хотят такую штуку Это приобрести. очень удобно. Там, по-моему, 20 минут идет вот эта тест-система, можно узнать свои CD-клетки. Это очень удобно. Ну, а как это проходит, вы уже видели. Наш визит в благотворительный фонд «Дорога к дому», конечно же, не случайен. Во-первых, это одна из лучших организаций снижения вреда в городе, а во-вторых, здесь работают сотрудники проекта «Сити» по Одессе Юлия Коган и Артур Овсепян. Мы поговорили о специфике города и о тех сложностях и барьерах, с которыми сталкиваются клиенты сервисов снижения вреда. Сейчас самая большая задача у нас – это доступ к постановке на именно учет ЗПТ. Желающие есть, места есть, стать проблематично. Почему? Потому что пену, который находится в употреблении, нужно лечь в больницу, отлежать там 10 дней, за это заплатить определенные деньги, которые, если у него есть, он пойдет и прокурит просто-напросто. Купить тесты, которые тоже стоят денег, и 10 дней приходить к врачу и показывать свое лицо, что он в кумаре, то есть абстинентный синдром. Вы скажите, вы много знаете людей, которые в употреблении, которые 10 дней перенесут такие пытки? Мы будем пытаться найти на законодательном уровне, как угодно, потому что очередь сейчас уже 168 человек. Если говорить о
специфике, о трудностях и барьерах. Конечно, это барьеры по вхождению в программу. Если раньше достаточно было одной закорючки врача, что ты наркоман, и ты будешь потом 5 лет отмазываться от того, что ты не наркоман, чтобы сняться с учета, то сегодня надо потратить много усилий, чтобы доказать, что ты наркоман. Ну, справочный бизнес, наркология, к сожалению, был, есть и остается. Вот, и все. Все, на чем они работают. Там лечение только симптоматическое, и то сегодня, ну, я не слышу о государственных программах, где вот люди могут оказать помощь, скажем так, кто решил перестать употреблять. А вот так, ага, можно с них получить за справочку, что он наркоман, отлично. Все, работаем, господа, и поехали. Там целый ряд шагов надо предпринять, и люди тратят время, нервы, силы, деньги для того, чтобы стать на программу, чтобы уйти из криминального вот этого получения препаратов, ну, я имею в виду уличных наркотиков, до момента, ну, вот такого реального, до легальных программ, которые помогают жить людям и нормально существовать. Здесь же, в дроп-ин-центре, мы встретились с Натальей Киценко, директором департамента по вопросам ВИЧ-СПИДа и наркопотребления благотворительного фонда «Дорога к дому». Мы говорили о планах, о реальности и о мечтах. Мы очень хотим и мечтаем, чтобы полный пакет снижения вреда финансировался из средств местного бюджета или национального бюджета. В настоящее время мы играем ведущую роль, потому что на национальное финансирование мы продвигаем услуги, которые подтвердили свою эффективность в рамках реализации гранта Глобального фонда. Есть исследования соответствующие, есть так называемая доказательная база. И как раз в этот пакет услуг входит тот минимальный набор услуг, необходимый для людей, употребляющих наркотики в виде шприцев, презервативов, тестирования, консультирования. Вот. И кроме этого у нас еще есть дополнительный пакет услуг, который будет во вторую очередь предлагаться на финансирование государству. Это именно потребности людей, употребляющих наркотики, не связанные с, может быть, профилактикой ВИЧ, такие как вопросы передозировок. Это затратные услуги для государства на сегодняшний день, и нужно проделать большую такую адвокационную работу, чтобы объяснить чиновникам, почему это вдруг они должны содержать комьюнити-центры для людей, употребляющих наркотики. Поэтому начинаем мы с минимального пакета, с того, с чего государство сможет начать легко и не очень дорого, а дальше, конечно, будем продвигать и все остальные наши услуги. Что же нужно сделать для того, чтобы найти решение озвученных проблем и чего стоит ждать от государства? С этими вопросами мы обратились к координатору проекта «Сити» в Одессе Елене Грибовой, которая старается выстроить мост между гражданским обществом и городскими властями. Дело в том, что на сегодняшний день практически в Одессе многие услуги, которые выполняют общественные организации, они все работают за счет Глобального фонда и других доноров. Поэтому, конечно, для нас важно, чтобы в рамках того плана, который будет реализовывать проект, было достигнуто финансирование именно из нашего местного городского бюджета, чтобы все услуги для уязвимых групп были покрыты городским бюджетом. У нас есть договоренность с городским советом, что на второй год уже будет часть финансирования предоставлена городским советом на наши социальные программы, социально-медицинские. На третий год это будет еще часть, которая составит около 60% финансирования. То есть такое согласие уже сегодня есть. В рамках этого проекта, например, мы планируем включить уязвимые группы, представителей уязвимых групп в координационный механизм городской координационный совет. Если есть представители уязвимых групп, и их выбирают сами уязвимые группы, то это есть уже шаг к тому, чтобы были приняты те решения, которые важны именно для уязвимых групп. Мы также спросили о перспективах развития программ заместительной терапии на ближайшее будущее. На сегодняшний день в Одессе получают заместительную терапию около 300 пациентов. Но по оценочным данным и по той статистике, которая у нас есть, нам необходимо набрать около 1200 пациентов. И вот буквально на этой неделе департамент городского совета по охране здоровья подбирает помещения для того, чтобы мы начали уже в этом году, не то что начали, а открыли один из сайтов. В следующем году есть согласие на открытие еще одного сайта. Таким образом, у нас будет 4 сайта
практически в разных районах города. Возможно, и этого будет недостаточно, да, это покажет оценка ситуации. Но, по крайней мере, еще 2 сайта и плюс, возможно, еще усиление рецептурной формы выдачи, да, для тех пациентов, которые уже зарекомендовали себя в этой программе, позволит нам увеличить этот охват и сделать более доступной территориально. Нам, правда, очень хочется верить, что так и будет. Мы оптимисты. Тем более, что для таких предположений у нас, как и у сотрудников организации «Дорога к дому», имеются все основания. Ну, во-первых, что от души, что мне очень нравится, что мэр подписал 2 декларации, и что он включен в процесс. И действительно это было видно, его понимание, его приверженность вот этим инициативам. Чтобы вот эта приверженность не иссякла, чтобы она продолжалась, и чтобы Одесса стала настоящим центром снижения вреда, в котором вот кроме доступных сайтов заместительной терапии было еще и много центров снижения вреда. Мы даже думали начинать работу по комнатам безопасного употребления наркотиков, и чтобы люди, употребляющие наркотики, могли посещать эти центры, не боясь быть арестованными там, или столкнуться с какой-то стигмой и дискриминацией относительно себя. Было бы неплохо, если бы сами наркоманы изменили отношение к себе, потому что здесь такая двойная стигма. Сообщество закрытое, не пускает. И, конечно, стигма со стороны людей. Ой, вот здесь вот мы с вами находимся в этом Поше, здесь бетоном залили вход 1 раз соседи благополучно, чтобы не было доступа к клиентам. Потому что сегодня, конечно, наркоманы это что-то очень страшное, по-прежнему опасное. Ну, 2 вещи это... Вот снижение стигмы с обоих сторон, как и людей, которые не употребляют, так и потребителей. Это взаимный такой процесс, понимаете, здесь работа в 2 направлениях должна быть. А 3-я вещь, наверное, я не знаю, как-то побольше принимать участие в изменении всего. Всегда надо верить в то, что я могу что-то изменить. Вот конкретно я, как человек, как потребитель, неважно, а не потребитель, я могу принимать участие в изменениях. В это верить, и тогда все получится. Есть предел равнодушия, когда больше не можешь смотреть на страдания. И в такие моменты очень легко принять решение изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Единственное, что может остановить, это страх. Страх перед собственными возможностями. Ну вот и закончились 3 долгих, жарких дня в прекрасном городе Одесса. И мы не можем изменять нашим традициям, и поэтому весь отснятый материал на этой флеш-карте пойдет на сохранение в этот конверт. И мы обязательно к нему еще вернемся. Это был канал Drug Users News. Оставайтесь с нами.